Ты можешь смотреть на возможность и не видеть ее. Ты можешь разговаривать с человеком и не понимать, что он может изменить твою жизнь. Ты можешь искать решение годами, и оно будет прямо перед тобой, но ты его не увидишь. А все потому, что в твоем мозге есть механизм, который решает, что ты вообще способен увидеть. И в такие моменты обычно говорят, это интуиция. Будто человек просто почувствовал правильное решение, увидел возможность, оказался в нужном месте. Но это может быть не совсем то, чем кажется. И за этим стоит вполне конкретный механизм, который можно объяснить. Большинство людей уверены, что видят мир таким, какой он есть. Но на самом деле каждый человек видит только ту часть реальности, которую пропустил его фильтр внимания. Остальное проходит мимо. Идеи, возможности, люди, решения. Они могут находиться буквально рядом, но мозг просто не выделяет их из общего шума. Мы живем внутри того, на что направлено наше внимание. Каждую секунду через органы чувств в мозг поступает огромный поток сигналов. Нейрофизиологи оценивают его примерно в десятки миллионов единиц информации в секунду. Звуки, цвета, движения, микросигналы от людей вокруг, ощущения тела. Но до сознания доходит ничтожная доля процента этого потока. Все остальное мозг просто отсекает. Если мозг не пропускает определенные сигналы, человек их просто не увидит, даже если они находятся прямо перед ним. Человек может годами искать возможности для роста, новые идеи, новые отношения, новые решения. Но если мозг не считает эти сигналы важными, он их просто не пропустит в сознание, и ты их не видишь. Возможность заработать деньги может появиться рядом с человеком, в разговоре, в предложении, в идее. Но мозг не пропустит этот сигнал, потому что он не совпадает с внутренней настройкой. Человек может встретить людей, которые могли бы изменить его жизнь. Но мозг просто не выделит их из общего потока лиц. Можно читать книгу, слушать разговор, даже смотреть прямо на решение проблемы и все равно не увидеть его. Не потому, что его нет, а потому, что фильтр внимания его не пропустил. Фильтр восприятия определяет ту реальность, в которой человек живет. Нейрофизиологи давно знают, какая система в мозге выполняет эту функцию. Она называется ретикулярная активирующая система. Это сеть нейронов в стволе мозга, которая работает как диспетчер внимания. Через нее проходит огромный поток сигналов, и именно она решает, какие из них попадут в сознание, а какие будут отброшены как шум. Она не показывает человеку весь мир, она выбирает, что именно он увидит. Каждый момент времени вокруг нас происходит гораздо больше, чем мы способны заметить. Разговоры людей, микродвижения, возможности, идеи, сигналы среды. Но мозг не может обрабатывать все сразу. Поэтому ретикулярная система постоянно делает жесткий отбор. Она задает один простой вопрос. Это важно или нет? И если мозг считает сигнал неважным, он просто не попадает в сознание. Человек проходит мимо него так, будто его никогда не было. Реальность не исчезает. Исчезает только внимание к ней. И здесь начинается самая важная часть. Ретикулярная система настраивается не только внешними сигналами. Она настраивается внутренним состоянием человека, его ожиданиями, убеждениями, тем, на что он привык обращать внимание. И здесь возникает ошибка, которую сегодня повторяют почти все. Люди слышат это объяснение и делают очень странный вывод. Если фильтр зависит от состояния, значит, нужно просто думать по-другому. Повторять аффирмации, настраиваться на успех, говорить себе правильные слова. И кажется, что тогда мозг начнет показывать другую реальность. Но нейрофизиология работает не так. Фильтр внимания нельзя обмануть словами. Система реагирует не на то, что человек говорит себе в голове. Она реагирует на то, в каком состоянии реально находится нервная система. Если внутри тревога, мозг будет искать сигналы тревоги. Если внутри напряжение, он будет выделять угрозы. И никакие слова в этот момент фильтр не перенастроит. Фильтр внимания меняется не мыслями, он меняется состоянием. Вот почему человек может годами повторять правильные идеи,
но его жизнь почти не меняется. Просто потому, что механизм, который выбирает сигналы реальности, остается прежним. Здесь появляется важный момент, который редко обсуждают. Фильтр внимания работает автоматически. Он постоянно отбирает сигналы среды и направляет внимание туда, где мозг ожидает увидеть что-то важное. Эта система обучается через опыт, повторяющиеся реакции, привычные эмоции, привычные способы смотреть на мир. Фильтр закрепляется через повторение состояний. Если человек живет в постоянном напряжении, мозг закрепляет именно эту настройку. Он начинает быстрее распознавать угрозы, конфликты, проблемы, неопределенность. Сигналы другого типа, возможности, новые идеи, неожиданные решения просто проходят мимо. И это нормальная работа нервной системы. Но здесь происходит переломный момент. Когда человек начинает замечать сам процесс, куда уходит внимание, как появляются реакции, как мысль мгновенно цепляет эмоцию, автоматическая работа фильтра начинает давать сбой. Мозг сталкивается с ситуацией, когда привычная реакция больше не проходит незаметно. Механизм, который раньше работал вслепую, впервые становится видимым. И в этот момент внимание перестает полностью сливаться с реакцией. Появляется небольшой зазор между стимулом и тем, как человек на него отвечает. Этот зазор может быть долей секунды, но именно в нем начинается изменение настройки фильтра. Ретикулярная система продолжает работать, но она уже получает новые сигналы. Внимание перестает автоматически подтверждать старые шаблоны. Мозг начинает фиксировать больше информации из среды. Картина мира постепенно расширяется. Человек начинает замечать разговоры, идеи, людей, решения, которые раньше просто не попадали в поле внимания. Они были рядом и раньше. Просто фильтр не считал их значимыми. И в этот момент становится видно простую вещь. Реальность вокруг почти не меняется. Меняется объем того, что человек способен в ней увидеть. Большинство людей уверены, что видят мир таким, какой он есть. На самом деле, каждый человек видит только ту часть реальности, которую пропустил его фильтр внимания. Остальное проходит мимо – идеи, возможности, люди, решения. Они могут находиться буквально рядом, но мозг просто не выделяет их из общего шума. Мы живем внутри того, на что направлено наше внимание. Если фильтр восприятия можно увидеть, если можно заметить, как внимание цепляется за мысли, эмоции, реакции, значит, этот механизм уже перестает быть полностью автоматическим. В этот момент у человека появляется редкая возможность не менять мир вокруг, а начать видеть его шире. Постепенно замечать то, что раньше просто не попадало в сознание. Меняется не реальность. Меняется объем того, что человек способен в ней увидеть. И все начинается с очень простой вещи, с того момента, когда человек впервые замечает, куда на самом деле уходит его внимание. Но здесь возникает один естественный вопрос. Если фильтр внимания меняется состоянием, то можно ли научиться видеть этот механизм прямо в моменте? Не теоретически, а прямо в обычной жизни, в разговоре, в реакции, в мыслях, когда внимание только начинает уходить. Мы как раз разбираем эту механику на практике. Я оставлю короткую настройку на внимание в описании. Если интересно, можешь попробовать. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник, она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается.
Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь. Спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. Путь сознания – это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава – это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль – это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.